Всем привет, меня зовут Жанара. Это видео-мастер-класс по вязанию женских тапочек из трикотажной пряжи с перекрестным верхом. Вот такие тапочки мы свяжем с вами на мастер-классе. Они идут на размер ноги 38-39, длина стельки 24,5 сантиметра. Если вам нужно увеличить или уменьшить размер тапочка, вы можете это сделать легко, следуя моей схеме и увеличивая или уменьшая количество петель в стельке. Для вязания нам понадобится всего лишь один моток трикотажной пряжи и крючок номер 6 для основного вязания и крючок номер 4 для того, чтобы прятать кончики нитей. Также у меня на канале вы найдете видео о том, как приклеивать резиновую подошву к тапочку, и это нужно делать до того, как вы будете пришивать верх. Желаю вам приятного вязания, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии, это очень важно для развития моего канала. Вязание вяжем правую стельку. Нам понадобится цвет оранжевый. Ниточку распускаем на себя вот так и растягиваем. Смотрим по схеме. Нам нужно с вами связать цепочку 20 воздушных петелек. Оставляем кончик нити 5 сантиметров и вяжем 20 воздушных петель. 1, 2, 3. Набрали 20 петель. Теперь мы находимся с вами на этой точке. Начинаем вязание и вяжем 10 столбиков без накида. Первую петельку пропускаем, в следующую вводим крючок за заднюю полупетлю. Связали 10 петелек. Далее вяжем один полустолбик, накид, петля и одна петелька. Далее 6 столбиков с накидом, накид, петля, провязываем через 2 и еще через 2. 1, 6. Провязали 6 столбиков. Теперь один полустолбик. Вяжем 3 столбика без накида в одно основание. Один, 2, 3. Теперь переходим на другую сторону. Один полустолбик, 6 столбиков с накидом и один полустолбик. Закончили. Далее вяжем 10 столбиков без накида.
Закончили. Теперь вяжем 3 столбика без накида в одно основание. Вот в эту петлю. Один, два, три. Закончили первый ряд. Переходим на второй ряд. Вяжем по спирали без подъема ряда. Набираем 8 столбиков без накида. Далее вяжем 9 полустолбиков. Готово. Далее мы начинаем делать прибавки. Здесь нам нужно сделать двойную, 1 полустолбик и 1 столбик без накида. Теперь двойная, 2 столбика без накида. Далее 1 столбик без накида и 1 полустолбик в одно основание. И теперь 2 полустолбика в одно основание 2 раза. Один раз. И еще один раз. Далее 8 полустолбиков. Готово. Далее 9 столбиков без накида. Готово. Теперь в каждую из 3 предыдущего ряда на углу вяжем двойные столбики без накида. 1, 2, 3. Готово. Закончили второй ряд. Последний третий ряд. 7 столбиков без накида. Готово. Теперь 3 полустолбика. Готово. Теперь 12 столбиков без накида.
Закончили. Теперь здесь мы вяжем с вами двойную, одинарную, двойную, одинарную, двойную. То есть чередуем двойные через одну одинарную, 3 двойных. Двойная, одинарная, двойная, одинарная и последняя двойная. Готово. Теперь вяжем 18 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. Закончили. И теперь вяжем 3 двойные, чередуем через одну одинарную. 1, 2, 3. Один. Два. Три. Закончили. И на этом заканчивается вязание. Ниточку отрезаем. Берем тонкий крючок. Нитку вытягиваем из петли. Эту петлю пропускаем. В следующую вводим крючок. Заводим нитку. И теперь нам нужно вернуть нитку в середину последнего стежка. Готово. И кончик нити прячем внутри петелек. И вот у нас готова правая стелька. Таких нужно связать 2 штуки. Вяжем левую подошву. Первый ряд вяжется точно так же, как у правой. Вот я закончила первый ряд. И теперь со второго ряда уже идут некоторые изменения. Вначале нам нужно связать 9 столбиков без накида. Связали 9. Далее идет 8 полустолбиков. Связали. Теперь у нас идут прибавки. 2 раза вяжем полустолбики. Один. Два. Теперь 1 полустолбик и 1 столбик без накида в одно основание. 1 полустолбик и 1 столбик без накида. Далее прибавка 2 столбика без накида в одно основание. Теперь 1 столбик без накида и 1 полустолбик в одно основание. Девять полустолбиков. Связали. Теперь 8 столбиков без накида. Закончили. Теперь продолжаем. Вяжем двойные в каждую из 3
на пяточки. 1, 2, второй раз двойная 1, 2 и в третий раз 1, 2. Закончили второй ряд и вяжем последний, третий ряд. Начинаем 17 столбиков без накида. Связали 17 столбиков. Теперь делаем прибавки, вяжем двойная, одинарная, двойная, одинарная, двойная. То есть чередуем двойные через 2 одинарные. Двойная, одинарная, вторая двойная, одинарная и третья двойная. Закончили. Теперь вяжем столбики без накида. 12 столбиков без накида. Закончили 12 столбиков. Теперь вяжем 3 полустолбика. 1, 2, 3. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2. Закончили. И далее идут прибавки. Двойная, одинарная, двойная, одинарная, двойная, одинарная. То есть чередуем 3 двойных через одинарные. Двойная, одинарная, двойная, одинарная, двойная и последняя петелька одинарная. Закончили. В конце нитку отрезаем и кончик нити прячем. Закончили. Связали левую подошву. И таких нам нужно тоже связать 2 штуки. Вот я закончила вязать подошвы, связала 2 правые и 2 левые. Теперь нужно сделать ВТО, влажную тепловую обработку. Переворачиваем подошвы, кладем их на гладильную доску и проглаживаем утюгом с паром. При этом распределяем, придаем правильную форму и даем высохнуть несколько минут. И так делаем со всеми 4 подошвами. Я сделала ВТО, теперь можно измерить подошвы. Длина у них 24,5 сантиметров и ширина 9 сантиметров. Теперь нам нужно сложить попарно левую и правую. И здесь тоже левую и правую. Одну пока откладываем. Берем крючок, прикладываем подошвы друг к другу пяточками. И смотрим, вот это у нас будет правая. Значит, с этой стороны правой подошвы ввожу крючок в крайнюю петельку угловую. И здесь тоже. Берем новую рабочую нитку, оставляем кончик сантиметра 3-4.
И вводим крючок вот здесь за крайнюю петельку и здесь, и провязываем соединительный столбик. И так соединяем две подошвы друг с другом. Так продолжаем соединять полностью по всей окружности. Закончила соединять. Вот последнюю петельку сделала. Отрезаем нитку. Петлю вытягиваем. Берем тонкий крючок. И прячем кончик нити. И теперь точно так же соединяем левую подошву. Соединили две подошвы. И теперь будем вязать вверх тапочка. Для вязания верха я буду использовать другую пряжу. Ее тоже надо распустить аккуратно и растянуть. Начинаем вязание. Вязать будем по схеме. Нам нужно набрать 16 воздушных петелек, 15 и плюс 1 для поднятия следующего ряда. Оставляем длинный кончик нити сантиметров 20. Вначале делаем узелок. И далее уже набираем 16 воздушных петель. Готово. Набрали 16 петелек. Теперь первый ряд вяжем 15 столбиков без накида. Первую петлю пропускаем, в следующую за заднюю полупетельку вводим крючок, провязываем столбик без накида. И так до конца ряда всего 15 петель. Связали 15 петель. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Переворачиваем, нитку оставляем позади работы. Теперь мы находимся с вами вот здесь. Здесь вначале нам нужно сделать убавку. Вводим крючок под первый стежок и под второй стежок. Провязываем одну петлю через 3. Сделали убавку. Далее вяжем 12 столбиков без накида. Закончили. И в конце делаем прибавку. 2 столбика без накида в одно основание. 1, 2. Теперь следующий ряд опять вяжем без прибавок.
15 столбиков. Закончили. Переворачиваем. И теперь вяжем последний ряд. Вначале делаем убавку. Затем вяжем 12 столбиков. И в конце делаем прибавку. 2 столбика в одно основание. Кончик нити оставляем длинный сантиметров 20, отрезаем и ниточку вытягиваем. И вот такая у нас получается деталь. По размеру, по длине, она у нас получается, я вот так измерю, 15 сантиметров. И ширина 4,5 сантиметра. Таких нам нужно связать 2 штуки. Это для одной пары тапочка. Теперь вяжем вторую половинку. Здесь у нас наклон в другую сторону. Набор также 15 петель плюс 1. И первый ряд мы тоже вяжем 15 столбиков без накида. Давайте свяжем это самостоятельно. Закончили первый ряд. И теперь мы находимся с вами вот здесь. Здесь нам нужно вначале связать прибавку. 2 столбика без накида в одно основание. Затем 12 столбиков. Связали 12. В конце остается 2 петли. И нам нужно сделать убавку. Переворачиваем. Следующий ряд вяжем 15 столбиков без накида. И последний ряд вяжем, вначале делаем прибавку. Затем 12 петель. И в конце провязываем убавку. Кончик нити оставляем длинный сантиметров 20, отрезаем и нитку вытягиваем из петли. И таких нам нужно связать с вами тоже 2 штуки. Вот я закончила. Связала по 2 детали каждого вида и отпарила их утюгом. Теперь дала высохнуть и буду пришивать их к тапочкам. Берем одну подошву, у меня это левая, но правую мы будем соединять точно так же. Ставим маркеры. Смотрим, вот здесь у нас шла двойная петелька. И вот маркер ставим на петлю соединительную между этими 2 петлями. Отсчитываем от нее 13 петель вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И ставим второй маркер. Это будут границы наших
верха тапочка. С противоположной стороны находим вот эту петлю над двойной петелькой, ставим сюда маркер и смотрите, чтобы эта петля у вас находилась симметрично напротив вот этой. Тоже отсчитываем 13 петелек вниз и тоже ставим маркер. И вот эта петелька находится напротив этой. Теперь берем две разные детали и начинаем их соединять. Смотрим, где у нас было начало вязания и где последний ряд. Вот этот последний ряд, он более мягкий, эластичный, он у нас будет смотреть на эту сторону. Прикладываем вот эту деталь сюда. Берем тонкий крючок. И вкалываем крючок вот в это место, где у нас установлен маркер. Берем нитку, заводим ее вот сюда вниз насквозь. Теперь нам нужно соединить каждую часть на 6 петель. 6 петель это самый край, затем 4 ряда, на каждый ряд по одной петельке. И в конце тоже за самый край. Итого 6 раз получается. Вводим крючок за крайнюю петлю первого ряда. И здесь тоже в следующую петельку. Поднимаем нитку наверх. И теперь опускаем ее опять в это же отверстие. Хорошо затягиваем. Теперь опять вводим крючок в крайнюю петлю второго ряда. И здесь в следующую петлю. Поднимаем нитку наверх. И теперь опускаем ее опять в это же отверстие. И все оставшиеся петли также. Вот петли третьего ряда. Четвертый ряд. И теперь самый угол. Берем крайнюю петельку. Пока нитку оставляем внизу, потом мы ее спрячем. Теперь здесь мы начинаем соединять вот от этой петли. И точно так же на 6 петель пришиваем эту часть. Закончила. Теперь берем вторую деталь, противоположную по наклону. И ее прикладываем сверху на эту деталь. И пришиваем точно так же. Единственное отличие здесь, что пришивать мы начинаем изнутри. Поэтому отсюда отсчитайте 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И когда вы пришьете полностью, у вас нитка будет находиться здесь возле маркера. И начинаем пришивать. Итак, закончила, пришила вторую часть поверх этой части. И здесь тоже нужно смотреть, чтобы более мягкий край последнего ряда смотрел вовнутрь, вперед. И вот наш один тапочек готов. Теперь осталось только спрятать кончики нитей. Просто ввожу крючок вдоль последнего ряда. И затягиваю нитку.
И вот у меня готов один тапочек. Вначале может показаться, что здесь очень мало места, но тапочки постепенно, даже буквально на следующий день ношения, они уже будут более растянутые, примут форму ноги, поэтому здесь не переживайте. В крайнем случае, если очень высокий подъем ноги, то можно добавить количество петель, сделать верх немножко повыше. И точно так же мы соединяем вторую подошву и вот эти две оставшиеся детали. Итак, вот мы закончили вязать тапочки. Я присоединила вторую подошву. И вот так выглядят наши готовые тапочки. Получились они у меня на размер ноги примерно 38-39. Также у меня на канале вы можете найти видео о том, как приклеивать подошву к тапочкам и как можно еще связать другой верх для тапочек из трикотажной пряжи. Желаю вам приятного вязания. Отмечайте меня на ваших работах в инстаграме. Мой аккаунт nitka.kz и мой хэштег нитка_МК.